Оригинальную AirPower показали на презентации 2017 года вместе с iPhone 10. Ее основным достоинством было то, что она могла заряжать iPhone, AirPods и Apple Watch одновременно, куда бы ты ни положил устройство. Обещали, что AirPower выйдет в 2018 году, но все затянулось до следующей презентации iPhone, ждали, что ее уже официально представят именно там, но и этого не случилось. В итоге Apple вообще стерла все упоминания об AirPower, как будто бы ее даже и не существовало. Но когда журналисты все-таки прижали высшее руководство Apple, они признали, что проект официально закрыт, и вот вам цитата старшего вице-президента по программному обеспечению. После огромных усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигнет наших высоких стандартов и отменили проект. Мы приносим извинения всем, кто ждал его выхода, мы продолжаем верить, что будущее в беспроводных технологиях и продолжим продвигать их. По разным источникам проблема была в том, что для поддержания высокой скорости зарядки на всей площади устройств контроллеры перегревались, в итоге сама зарядка барахлила. И как говорят, такую зарядку, которую задумал Apple, и чтобы она не перегревалась, чисто физически невозможно создать, что Apple нам и доказала. С одной стороны, Apple молодцы, что вопреки огромной прибыли они все равно не выпустили устройство даже с ухудшенными характеристиками, могли просто понизить мощность, например, ее все равно бы раскупали сотнями тысяч штук. С другой стороны, посмешишь людей, насмешишь, на самом деле это хороший урок для Apple, и в принципе об этой зарядке уже все забыли, кроме китайцев. Когда я купил iPhone 11, то я очень сильно хотел попробовать беспроводную зарядку, потому что до этого я даже ни разу в жизни ее не пробовал, у меня не было телефона с беспроводной зарядкой. А так как я знал, что еще буду покупать AirPods второго поколения с поддержкой беспроводной зарядки и еще Apple Watch, то хотелось какого-то универсального решения по типу AirPower. На самом деле подобных зарядок, чтобы они были плоскими и могли одновременно заряжать сразу 3 устройства, их не то чтобы очень много. Но в итоге я нашел себе вот такую вот зарядку, которая называется Devia 3-in-1 Wireless Charger. Так как покупал я эту зарядку достаточно давно, то чек не сохранился, но обошлась она мне примерно в 2500 рублей, и как видите, она очень сильно визуально напоминает ту самую AirPower. Она достаточно симпатичная, миниатюрная, по размерам чуть больше самого iPhone 11, выполнена из матового пластика, а снизу у нее есть резиновые прорезни, чтобы она не скользила. И как видите, у нее есть 3 слота для беспроводной зарядки. Первые 2 подходят для абсолютно любых устройств, а третий только для Apple Watch. Общая мощность этой зарядки составляет 9 вольт и 1,67 ампера, которые распределяются по 3 слотам следующим образом. Первый слот 0,83 ампера, второй 0,55 и третий, который только для Apple Watch, всего 0,21 ампера. Зарядка для Apple Watch, кстати, хоть и имеет стандарт Qi, такой же, как и все другие устройства для беспроводной зарядки, но ее размер катушек достаточно сильно отличается от других, поэтому ее всегда выделяют в отдельный слот на всех беспроводных зарядках. В этом, кстати, и была еще одна прелесть оригинальной AirPower, там Apple Watch можно было класть куда угодно. Что по скорости зарядки? Если класть iPhone на самый первый слот, который у нас одновременно является и самым мощным, то он заряжается примерно столько же времени, как и от оригинальной зарядки. AirPods вообще заряжаются достаточно быстро, с ними проблем никаких нет, а вот про Apple Watch чуть-чуть попозже. И вот тут мы переходим к проблемам. Если говорить конкретно про зарядку iPhone, либо же любого другого телефона, то здесь следующие минусы. Первый — это перебой в зарядке. Она включается и выключается чуть ли не каждые 10 минут. То есть ты ставишь телефон на зарядку и видишь, как у него включается экран от зарядки и выключается, и вот это просто нон-стоп. Второй минус вытекает из первого. Иногда зарядка не начинает самовоспроизводиться. То есть ты ставишь телефон на зарядку, думаешь, что он заряжается, но проверяешь его, а там просто ничего не происходит. Приходится его поднимать и заново класть на зарядку. И хорошо, если ты заряжаешь телефон подобным образом днем, потому что если это происходит ночью, как вы понимаете, зарядки попросту не будет. И если уже говорить о ночи, то один раз у меня произошел максимально странный баг. Я как сейчас помню, у меня оставалось 30% зарядки, я положил телефон заряжаться на ночь, когда я еще только тестировал беспроводную зарядку, я просыпаюсь, а телефон полностью разряжен. Как вы понимаете, такое невозможно, если бы зарядка просто телефон не заряжала. Если говорить конкретно про iPhone 11, то он в состоянии сна расходует очень мало энергии. Если, например, его положить со 100% утром и забрать его вечером не трогая, то он максимум разрядится на 2-3%, но не на 30%. И у меня такое чувство, что это не зарядка заряжала телефон, а телефон, наоборот, сам отдавал энергию зарядки. И после этого, кстати, он еще очень долго включался. То есть, если iPhone просто разрядить при самом обычном использовании, то ставишь его на зарядку, проходит минут 5, он включается. А после этого инцидента он у меня стоял еще минут 10-15, и я уже реально очканул, подумал, что с ним что-то случилось. А по поводу зарядки Apple Watch, это вообще полный каламбур. Угадайте, сколько эта зарядка заряжает Apple Watch, в конкретном случае Series 4? 3 часа?
6 часов, может быть 12 часов. Если что, оригинальная зарядка заряжает где-то за 3 часа. Нет, за 2 дня. 2 дня. Так случилось, что я покупал себе Apple Watch с рук, и у продавца не было оригинальной зарядки, ну поэтому и Apple Watch были по сниженной цене. Ну я же подумал, что у меня есть вот эта зарядка, я еще заряжу их по-быстрому. Конечно, очень быстро. Я их поставил на зарядку, и где-то за 6 часов они зарядились там процентов до 50, при этом они очень сильно грелись. Но у меня просто не оставалось выхода, кроме как заряжать вот этой зарядкой, потому что сертифицированную, которая заряжала бы нормально, я еще не успел тогда купить. Мой вердикт: не покупайте подобные зарядки от не очень известных производителей, особенно 3 в одном, ничего хорошего вы точно не получите, только потратите деньги и время. В итоге для Apple Watch я прикупил себе вот такую вот зарядочку от Ugreen, стоила она, правда, не дешево, что-то в районе 1500, может дешевле, покупал ее на 11, но в итоге сейчас они заряжаются за 3 часа и вообще не нагреваются. И что касается тех же Apple Watch, если вы покупаете для них какую-то дополнительную зарядку, обязательно смотрите, чтобы там была надпись Made for Apple Watch, либо как-то так, в общем, официально сертифицированная, потому что тогда она будет заряжать нормально. Вот это говно не сертифицированное и, соответственно, заряжает просто ужасно. Но что касается iPhone и AirPods, то я их по старинке заряжаю через Lightning, и на самом деле для себя я сделал вывод, что все вот эти беспроводные зарядки на самом деле это просто игрушки. С проводом абсолютно нет никаких проблем, ты его воткнул, ты, во-первых, 100% знаешь, что он заряжается, а во-вторых, ты можешь что-то еще поделать параллельно, полежать, допустим, рядом, поиграть в игры, посмотреть фотки, там, соцсети, неважно. Что касается беспроводной зарядки, то, как вы понимаете, нужно, чтобы телефон все время лежал и заряжался. Потом, не дай бог, его кто-то заденет, я не знаю, кошка пройдет по столу, сдвинет его буквально на сантиметр, все, зарядка закончится. Ну а в-третьих, беспроводная зарядка нагревает телефон немного сильнее, нежели чем обычная проводная зарядка, если мы берем случай конкретно с iPhone. Поэтому лично я на какое-то время точно отказываюсь от беспроводных зарядок, потому что по проводу, во-первых, тупо удобнее в каком-то плане, так еще и надежнее. Единственное, как мне кажется, беспроводную зарядку можно использовать где-то на работе, если ты вот сидишь, работаешь, и телефон у тебя может рядом лежать и заряжаться, наверное, только в таком случае. И касаемо других гаджетов, которые мне помогают заряжать мои устройства, то у меня есть такой держатель проводов от Ugreen, стоит, кстати, недорого, но очень сильно облегчает процесс менеджмента проводов, если так сказать. А также у меня есть USB хаб сразу на 5 зарядок от компании Anker, это очень известный производитель. В общем, все, что я упомянул, это и зарядка для Apple Watch от Ugreen, она, кстати, бывает проводная и непроводная, как в моем случае, а также держатель для проводов и хаб от Anker, все они будут в описании, а вот это я не рекомендую покупать вообще ни от какого производителя, покупайте только сертифицированные зарядки, пусть они будут и дороже, если вы уже хотите себе беспроводную зарядку, но зато она будет надежная. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока.